Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сейчас сезон мандаринов, поэтому сегодня я предлагаю приготовить меренговый рулет с мандариновой начинкой. В этом видео я поделюсь самым удачным рецептом меренги для рулета и расскажу, как приготовить очень сочную мандариновую начинку. Список всех ингредиентов вы сможете найти в описании под этим видео. И начнем приготовление с мандариновой начинки, так как ей нужно время, чтобы остыть и стабилизироваться. Мандарины очищаем, разделяем на дольки и обязательно удаляем все косточки. Также нам понадобится половинка лимона. Нарезаем его на кусочки и достаем косточки. Кожуру снимать не обязательно. Подготовленные фрукты кладем в блендер и перемалываем в кашицу. Получившуюся массу выливаем в сотейник. К ней добавляем сливочное масло и сахар. Ставим на средний огонь, постоянно помешивая, ждем, когда сахар и масло полностью растворятся. Кипятить массу не нужно, просто ждем полного растворения. Затем снимаем с огня и даем немного остыть. В отдельную миску вбиваем яйца и взбиваем их в однородную массу. Долго взбивать не нужно. Это можно сделать венчиком либо вилкой. Если хотите, чтобы было быстрее, то можно и миксером. Дальше взбитые яйца нужно тонкой струйкой влить в сотейник, постоянно помешивая фруктовую массу. Затем снова ставим на средний огонь и увариваем до первых признаков кипения. Далеко не уходим и постоянно помешиваем, чтобы у нас ничего не пригорело. Отдельно смешиваем кукурузный крахмал с водой, и когда масса в сотейнике начнет уже закипать, добавляем крахмал с водой. И продолжаем мешать, увариваем уже до загустения. Долго уваривать массу не нужно, как только она начинает густеть, сразу же снимаем с огня. Дальше полученную массу нужно пропустить через сито, чтобы убрать кусочки фруктов и частички яиц, которые могли свернуться во время варки. В итоге у вас должен получиться однородный мандариновый крем. Накрываем его пищевой пленкой, чтобы он не заветрился, и оставляем остывать до комнатной температуры. Затем его необходимо убрать в холодильник минимум на 6 часов, чтобы крем хорошо охладился и стабилизировался. Его также можно приготовить накануне и оставить в холодильнике на ночь. И теперь переходим к приготовлению меренговой основы для рулета. В сухую чистую миску отделяем белки от желтков. Делаем это очень аккуратно, чтобы желток не попал в белок, иначе белки у вас просто не взобьются. Всего нам понадобится 160 грамм белка. В данном рецепте я советую воспользоваться весами. Белки лучше использовать комнатной температуры, так они лучше объединятся с сахаром. Желтки в данном рецепте нам не понадобятся. К белкам добавляем щепотку соли. Всыпаем сахар и начинаем взбивать сначала на маленькой скорости миксера и затем постепенно ее увеличиваем до максимальной. Взбиваем до мягких пиков. Да, в данном рецепте можно всыпать весь сахар сразу. Не переживайте, за время взбивания сахар полностью растворится и меренга будет стабильной. Конечно, время взбивания немного увеличится, но лично для меня такой способ гораздо удобнее. Но если хотите, то можно сначала взбить белки до пены и уже потом, продолжая взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно добавлять сахар. Оба способа правильные, поэтому делайте как вам удобнее. Также по желанию вместе с сахаром можно добавить и ванильный сахар. После того, как взбили меренгу до мягких пиков, вот так это выглядит, добавляем лимонный сок, либо щепотку лимонной кислоты. Она добавляется для того, чтобы не было такого ощутимого запаха яиц и для того, чтобы меренга получилась более устойчивой. Кислота лимона поможет ей стабилизироваться и быть более крепкой. После того, как добавили лимонный сок, продолжаем взбивать уже до устойчивых пиков. Постепенно белковая масса увеличивается в объеме, становится пышной, воздушной и блестящей. И вот такая консистенция у вас должна получиться в итоге. Такая белая, плотная и глянцевая. А при переворачивании они остаются неподвижными.
У меня на это ушло 10 минут. Но, конечно, время взбивания зависит от мощности вашего миксера. Теперь добавляем крахмал. Во всех своих рецептах я использую именно кукурузный крахмал, так как он не имеет никакого запаха и вкуса. Все аккуратно перемешиваем уже лопаткой движениями снизу вверх. Конечно, можно перемешать и на маленькой скорости миксера, но есть шанс уже перевзбить белки, поэтому лучше аккуратненько вмешать крахмал лопаткой. Посмотрите, масса получается достаточно плотной и густой, а когда переворачиваешь лопатку, белки не стекают. И теперь застилаем противень пергаментом, таким образом, чтобы он заходил на стенки противня. У меня пергамент силиконизированный, поэтому я его ничем не смазываю. Если у вас он обычный, то лучше смажьте его небольшим количеством растительного масла, чтобы основа хорошо отходила после выпечки. А чтобы пергамент не ерзал, пока мы будем распределять меренгу, можно слегка смазать уголочки противня. Перекладываем меренгу на противень и распределяем по всей поверхности. Противень у меня размером 20 на 30 см, но также подойдет и стандартный. Сверху сильно не прижимаем и аккуратненько разравниваем. По желанию сверху можно посыпать любыми орешками. Но сегодня мне захотелось сделать волнистый узор по всей поверхности при помощи вот такой зубчатой палетки. Это делать не обязательно, здесь уже на ваше усмотрение. И теперь отправляем ее выпекаться при температуре 150 градусов, ориентировочно 20-25 минут. Конечно, духовки у всех разные, поэтому время у всех может отличаться. У меня меренга готова, и в моей духовке она выпекается 30 минут. Она уже подрумянилась, и сверху появилась такая корочка. Даем ей немного остыть. И затем переворачиваем уже на чистый лист пергамента. Аккуратненько, не спеша, снимаем пергамент, на котором она выпекалась, и оставляем ее полностью остыть. Пока остывает основа, приготовим крем. Для меренгового рулета больше всего подходят какие-нибудь легкие и воздушные крема. Я всегда готовлю крем из творожного сыра, сливок и сахарной пудры. Готовится он несложно, нужно просто соединить все ингредиенты миксером до плотного состояния. Для такого крема все ингредиенты обязательно должны быть холодными. Получается вот такой нежный, очень вкусный и однородный крем. Я откладываю примерно 2 столовые ложки от общего количества и буду использовать его для украшения. Оставшийся крем перекладываем на уже остывшую основу и распределяем ровным слоем. Дальше выкладываем нашу мандариновую начинку. Для удобства можно переложить ее в кондитерский мешок и сделать вот такие полосочки, как у меня. Либо распределить ее тонким слоем по всему крему. Здесь уже можете делать как вам удобнее и привычнее. Начинка у рулета может быть абсолютно любая. Можно посыпать любыми ягодами, либо сделать ягодный джем. И теперь осталось только завернуть рулет. При помощи пергамента вот так вот аккуратненько закручиваем. Старайтесь закручивать рулет плотно. Верхняя корочка может слегка потрескаться, ничего страшного в этом нет, это нормально для меренговой основы. Готовый рулет заворачиваем в этот же пергамент и убираем в холодильник минимум на 2 часа, чтобы рулет хорошо стабилизировался и его потом было легче нарезать. Украшение рулета может быть абсолютно любым на ваш вкус. Либо можете его не украшать и подавать в таком виде. Я предложу свой вариант новогоднего украшения. Отложенный крем я перекладываю в кондитерский мешок с зубчатой насадкой и сверху отсаживаю вот такие цветочки. На крем кладу дольки мандаринов и дополняю веточками розмарина.
В небольшом количестве его можно смело использовать для украшения десертов. Никакого запаха и вкуса в десерте он не дает. Еще мне захотелось добавить немного красного цвета, поэтому добавляю немного замороженной клюквы. И всю эту красивую композицию я посыпаю сахарной пудрой. Получился вот такой красивый и новогодний декор. Его можно подать на праздничный стол и приятно удивить гостей его красотой и вкусом. Меренговый рулет отлично держит форму и получается очень нежным, буквально тает во рту. В меру сладкий, слегка хрустящий снаружи и очень нежный, как облачко внутри. А начинка получается с насыщенным мандариновым вкусом и не горчит. Просто невероятно вкусно. Уверена, что такой десерт вам тоже очень понравится, поэтому сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Пробуйте приготовить и присылайте свой результат к нам на почту. Она указана в шапке нашего канала. Также на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходи и подписывайся. Твоя поддержка очень важна для нашего канала. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки! Я очень люблю меренговые рулеты с разными начинками. Мне очень нравится с малиновой начинкой, с лимонным курдом. В общем, со свежими ягодами тоже очень вкусно. Я ее люблю абсолютно любую, мне очень нравится. И с мандариновой начинкой я уже готовлю не первый год в преддверии Нового года. И получается всегда очень вкусно и очень с насыщенным вкусом. Меренга очень нежная, просто облачко, тает во рту. Одним кусочком вы точно не отделаетесь, потому что он съедается очень быстро и очень вкусно. Он такой легкий, что хочется еще один кусочек. Очень вкусно. И мандариновая начинка имеет такой ярко выраженный вкус. Ее на самом деле очень сложно приготовить, потому что если в составе мандариновой начинки есть только мандарины, то вкус не такой насыщенный. В магазинах обычно для усиления вкуса используют какие-то ароматизаторы, которые не совсем натуральные. А сама натуральная начинка из мандаринов, она не имеет яркого выраженного вкуса. В моем рецепте я добавляю лимон, который подчеркивает вкус мандарина, и за счет лимона она получается с таким ярким, насыщенным вкусом. Я очень советую попробовать именно этот рецепт мандариновой начинки. Если вы никогда не пробовали, то 100% стоит попробовать. Это очень вкусно. Меренга буквально как облачко. Тает во рту, реально. Очень вкусно. Если так есть на каждом видео, я просто не смогу похудеть. Это, кстати, мой второй кусок. Очень вкусно.